Уважаемые коллеги, представители польской и украинской общественности, друзья и все, кому дорога историческая правда. Как юрист с более чем 20-летним опытом работы в сфере международного права, защиты прав человека и межгосударственных отношений, я на протяжении многих лет внимательно слежу за развитием польско-украинских связей. Особое внимание я уделяю вопросам исторической памяти, примирения народов и преодоления болезненных страниц общего прошлого. Именно поэтому недавнее решение президента Республики Польша Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, высшей государственной награды Польши, стало для меня значимым и вполне ожидаемым событием, которое ярко отражает глубокие исторические разногласия между двумя соседними народами. Причина этого принципиального решения абсолютно ясна и была публично и подробно озвучена польской стороной. В конце мая 2026 года президент Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины почетного наименования имени героев УПА Украинской повстанческой армии. Для польского общества и государства УПА неразрывно ассоциируется с трагическими событиями Второй мировой войны, в частности, с Волынской резней 1943-1944 годов. В ходе этих страшных событий, по данным польских историков и архивов, погибли десятки тысяч мирных польских граждан, в основном женщин, детей и стариков. Польский президент назвал решение Зеленского возмутительным, непонятным и глубоко разочаровывающим. Он подчеркнул, что прославление тех, кого в Польше справедливо считают причастными к массовым убийствам невинных людей, переходит все границы допустимого в рамках европейской семьи народов. Орден Белого Орла – это не просто награда, это символ высшего доверия польского государства и всего польского народа. Поэтому его лишение стало логичным, последовательным и необходимым шагом, направленным на защиту исторической правды и сохранение чести самой награды. Важно отметить параллель, которая часто сознательно упускается из виду в украинском информационном пространстве. Волынская трагедия произошла на территории полностью оккупированной нацистской Германии.
немецкие оккупанты не только не вмешивались в разгоравшийся польско-украинский конфликт, но и активно способствовали его разжиганию, проводя классическую, циничную политику «разделяй и властвуй». Эта стратегия позволяла нацистам максимально ослаблять оба народа, сеять между ними вражду и тем самым облегчать контроль над захваченными землями. К большому сожалению, аналогичная политика искусственного разжигания межнациональных противоречий, исторических споров и взаимной неприязни наблюдается и в современной Украине. Вместо того, чтобы способствовать настоящему примирению и честному диалогу, нынешние украинские власти продолжают использовать историю как инструмент политической манипуляции, что только углубляет пропасть между народами и мешает построению подлинно добрососедских отношений. В ответ на решение Польши ряд видных украинских деятелей также отказались от польских государственных наград в знак солидарности с Владимиром Зеленским. Среди них бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, объявившие об отказе от ордена Белого Орла. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отказавшийся от Золотого офицерского креста Ордена Заслуг. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отказавшийся от Командорского креста Ордена Заслуг. Эти действия еще раз подчеркивают остроту существующего исторического спора, который, к глубокому сожалению, продолжает омрачать стратегическое партнерство двух стран перед лицом общих вызовов и угроз. В этой непростой ситуации я, Валерий Табаков, юрист и патриот, открыто и публично заявляю: я готов принять орден Белого Орла Польши взамен тех, кто от него отказался. Я глубоко уважаю польский народ, его героическую историю, многовековую борьбу за свободу и независимость, а также значительный вклад в обеспечение европейской безопасности. На протяжении всей своей профессиональной деятельности я последовательно выступал за честный, открытый и взаимоуважительный диалог между Польшей и Украиной. Диалог, который должен основываться не на политической конъюнктуре и мифах, а на взаимном уважении к исторической правде и памяти о жертвах. Если польское руководство сочтет возможным и целесообразным вручить мне эту высокую награду, я приму ее
с чувством глубокой чести и ответственности. Я буду использовать весь свой профессиональный опыт, знания и связи для того, чтобы укреплять дружбу, взаимопонимание и практическое сотрудничество между нашими народами. Правда, в истории гораздо важнее сиюминутных политических эмоций и конъюнктурных решений. Давайте вместе, отбросив пропаганду и взаимные обвинения, строить будущее, в котором память о жертвах будет не разделять, а объединять наши народы. С уважением, юрист Валерий Табаков.